приветствовать вас на моем канале, и сегодня я хочу с вами поделиться идеей и способом, как можно вырастить ананас вот такой вот из ананаса, купленного в магазине или на базаре. Секрет здесь в том, что нужно очень правильно вырастить сначала корни, и потом уже сажаем и ждем, как он растет. Итак, как вырастить ананас дома? Итак, чтобы посадить ананас, вот нам нужно сначала, значит, стакан воды, я беру не хлорированную, то есть питьевую, которую пьем, но не из бутылок, просто через фильтр пропущенную. Вот такую вот крышку пластмассовую, обычную небольшую дырку делаем, потому что она будет диаметр стакана слишком широкий для ананаса. Это мы подготавливаем. И самое главное, это правильно выкрутить из ананаса вот эту вот ботву, так скажем, и то, что есть внутри. Вот так вот берем крепко и вот так вот крутим по часовой стрелке. Хорошо крутим, пока не почувствуете, что все, он свободно крутится, уже ничего его там не держит. И вытаскиваем. Это мы съедим. А здесь у нас остается вот такая вот пипочка. Все вот эти вот старые, как бы вот эти вот листики я убираю буквально 2 ряда. То есть нам нужно его немножко вот здесь вот очистить. Вот так вот очищаю. И вот здесь вот, надеюсь, вот видно даже коричневые такие точечки, либо вот такие вот белые. Это именно начало корешков. То есть вот получается вот так вот я его именно закрепляю в крышке, иначе он так провалился бы и начал гнить от листьев. Вода просто начала бы цвести. А так мы вот так вот ставим в стакан и все. И теперь ждем не 10, недели 2. Прошло у меня на самом деле не 10 и не 2 недели, как я перед этим сказала, а я про него забыла и все время забывала его доснимать. И он мне простоял вот чуть больше месяца. И вот корни уже хорошо дал ананас. У него на самом деле не так много корней, как может показаться, что должно быть за месяц. И самое главное, что набухли вот эти вот такие вот точечки. Именно вот с них пойдут в земле еще корни, как говорят, которые будут закручиваться по спирали. И они вот хорошо видно, их беленькие, они набухли. То есть теперь вот уже можно все сажать просто в горшок, в обычную землю, этот наш ананас. Вот этому ананасу уже ровно полгода. То есть вот в начале февраля я его посадила. И вот через полгода как раз пошла уже хорошо, прям заметно, не знаю, как ботва, листва расти у ананасной пальмы. И именно вот через полгода вот здесь вот начали появляться такие вот колючки, иголочки. До этого листья все были гладкие абсолютно. И вот сейчас уже как раз время через полгода этот ананас пересаживать в более большой горшок. Но не сразу в огромную катку пересаживаем, а чуть побольше, вот сантиметра на 2-3 в диаметре побольше горшок берем. Через еще полгода, то есть когда ему будет год, мы еще раз его пересадим. Ну вот, как говорила я ранее, когда снимала ананасу было полгода, я его собиралась в год пересадить. Потому что на самом деле думала, что вот такой размер он будет у меня в год. Но прошло всего, вот сейчас ему 9 месяцев. То есть 3 месяца назад он был вот в 3 раза меньше, то, что я снимала, чем сейчас. Мне, конечно же, его придется сейчас пересаживать. То есть это здесь надо смотреть, как растет ананас. Я не ожидала на такой быстрый его рост. И вот показателем этого, вот слушать, как мне объяснили, вот они листья, они уже перестали вот так вот стоять, вот как они должны быть, а они стали вот так немножко опадать. То есть почему? Потому что, значит, ему не хватает здесь места, в этом горшке не хватает достаточно вот влаги, она быстро уходит на весь вот этот вот куст. И, соответственно, я для него вот взяла вот такой вот 10-литровый уже горшок. Я его пересажу сейчас сюда, и уже он у нас будет расти, и будем смотреть, как он дальше будет расти.
Ну и вот, уже ровно год моему выращенному ананасу, и очень приятно, что он все становится больше, больше и больше, но в принципе это вот тот размер ананаса, который будет теперь все время. Может быть, чуть-чуть он будет больше еще листья, но в принципе это вот такой он и будет. Вот ему ровно сейчас год, конец января, как я его в прошлом году посадила и показывала как раз, как правильно посадить ананас из ананаса, который вы купили на базаре или в магазине. Теперь, значит, как говорят плантаторы, которые выращивают ананас, через год должен появиться цветок, и потом уже возможно, что на второй год или на третий появляется плод, который может вызревать. Это уже как кому повезет. Ну вот я решила уже на этом закончить это видео, как вырастить ананас, даже если вдруг через год или два у меня не получится собрать плод с этого куста, то вот он хорошо, красиво смотрится на балконе, и в принципе в квартире, если позволяет место, вы можете вот вырастить такую ананасовую пальму. Вот такой вот совет, как вырастить ананас, я вам хотела дать в этом видеоролике. Делитесь моими советами, делитесь моими рецептами, если они вам нравятся. Я очень рада вас буду видеть у себя на канале. Подписывайтесь на мой канал. За лайки всегда спасибо, это очень приятно.